Глава 311. Безжалостно затоптанный. Прежде чем Ван Тяньлун коснулся Чжоу Тяня, он несколько раз отступил. 18 трупов инь были слишком крепкими. Хотя их индивидуальной силы было недостаточно, чтобы создать угрозу, если 18 трупов инь, которые были на пике 7-го уровня пробужденной души, работали вместе, они могли справиться с экспертом на пике 9-го уровня пробужденной души, труднее всего было справляться с ними теперь, потому что их усовершенствовали божественной кровью. Тела у трупов инь были очень крепкие. Ван Тяньлун мог своими дикими атаками нанести им ущерб, однако нежити было неважно, сколько в них дыр. У них никогда не было смертельных ран, как у людей, а из-за восстанавливающей способности божественной крови уничтожить их полностью было очень тяжело. Чутянь позвонил в колокольчик и влил в трупы инь свою духовную энергию. На лбу каждого трупа была печать, и все трупы испустили из них красный свет, который связал их будто цепью. Кровавая связь, чтобы призвать печать, Чутянь применил божественную кровь. Когда трупы пользовались печатью, божественная кровь в их телах связывалась друг с другом, и ранения они делили на всех. Иными словами, если атака Ван Тяньлуна поразит одного из них, другие 17 трупов понесут часть его урона. Физические тела трупов и без того были очень мощными. А теперь, когда они поделили урон с помощью печати, уничтожить их стало еще труднее. Ван Тяньлун дико размахивал копьем ауры дракона. Но какой бы способ он ни применял, он не мог уничтожить даже один труп. Чутянь с улыбкой произнес: «Похоже, у героического боевого маркиза нет сил. Ты не можешь обыграть даже простых трупов. Раз так, то ты должен называть меня королем трупов». Когда Ван Тяньлун контактировал с трупами, они забрызгивали его кровью. Чем больше кровавых пятен на нем было, тем сильнее подавлялась его сила, тем ниже были его шансы на победу. Все засомневались. Может быть, Ван Тяньлун не может победить трупы инь, которыми управляет Чутянь, лица членов семьи Ван были бледными. Король Южного Лета с уродливым выражением лица сжимал кулаки. Он собрал о Чутяне довольно много информации, однако про трупы он мало что знал. Судя по всему, Чутянь выводил трупов на публику дважды. В первый раз он сражался в городе Южного Неба с молодым мастером Небесного Волка, а во второй раз он имел дело с гонцом семьи Шангуань. Поначалу трупы были очень слабыми. Могли они так быстро стать даже сильнее Чутяня? Это было слишком невероятно, это невозможно было представить. У трупов было слишком много особых навыков. Они могли подавить любого эксперта на пике 9-го уровня пробужденной души. Продолжать было бессмысленно. Ван Тяньлун громко взревел. Превратившись в луч света, копье ауры дракона водяным драконом кинулось к трупам инь. Огибая один труп за другим, копье зарылось в землю. Над землей возник холм, словно водяной дракон рыл ходы под землей. Избежать трупов, чтобы разобраться с Чутянем, это был хороший способ. Трансформация пламенного демона, Чутянь превратился в огромного огненного демона, и его сила, вырвавшись из царства прославленной души, достигла царства истинной души. Огромным пламенным мечом он рухнул на землю, и когда дракон показал себя, он врезался в него. Его тело дрожало. Треть пламени, что окружало Чутяня, погасла. Пугающая сила оттолкнула Чутяня на 4 шага, и звездный свет, защищающий его тело, покрылся трещинами. Какая мощь! Такая сила была у простого удара. Чутянь не сомневался, что даже если он применит трансформацию пламенного демона, против Ван Тяньлуна он продержится всего 3 раунда. Естественно, секретная техника трансформация пламенного демона, которую придумал Чутянь, шокировала толпу. Обычный культиватор 6-го уровня пробужденной души мог блокировать атаки культиватора, который был на пике 9-го уровня. Было чем гордиться. Атака водяного дракона захлебнулась, и он отступил. «Раз уж ты пришел, я буду нежным», Чутянь одним ударом отбил копье ауры дракона. Применив трансформацию, он удержал копье, не давая ему вернуться назад. Чутянь посмотрел на копье и со смешком сказал: «Хорошее оружие». Копье ауры дракона было практически духовным оружием, однако ему недоставало сформировавшегося сознания. Именно поэтому оружие не бунтовало и не выбирало хозяина, и Чутяню удалось его схватить. Героический боевой маркиз чуть не рухнул. У него чуть глаза из орбит не выскочили. Маркиз думал, что этим ударом он сможет убить Чутня, но не ожидал, что окажется овцой, с которой состригут шерсть, как маркиз, потеряв копье ауры дракона, мог блокировать нападение 18 трупов инь. Ван Тяньлуна переполняла запредельная ярость, однако он собрался и достал свиток. «Я покажу тебе секретную технику семьи Ван». Чутье подсказывало Чутяню, что свиток содержит не совсем нормальную силу. Он наблюдал, как Ван Тяньлун кусает палец и нажимает на свиток, чтобы активировать его. Свиток развернулся и зажегся нарисованный на нем талисман. На арене возникла черная дыра, из которой выскочила огромная темно-красная фигура. На землю прыгнуло тело, весящее несколько тонн, и арена задрожала.
Встав на 4 конечности, оно направилось к Чутяню. Земляной дракон — это всех потрясло. Ван Тяньлун применил секретную технику, чтобы призывать земляного дракона. Края темно-красной чешуи были окрашены темно-золотистым. У него была очень высокая родословная, а его сила была близка к пику 9-го уровня пробужденной души. Ван Тяньлуну приходилось очень нелегко, и теперь, когда он призвал земляного дракона, что Чутянь мог поделать, под контролем Чутяня каждый труп сжал цепь, которую кинул в земляного дракона, пытаясь связать его. «Ломай!» Создав из духовной энергии длинное копье, Ван Тяньлун разрушил цепи трупов и натравил на них земляного дракона. Земляного дракона трупы и не остановить не могли. Рот дракона наполнился пламенем, которое могло превратить Чутяня в пепел. Почти мгновенно загорелся зеленый свет, который блокировал пламя земляного дракона. Потом в небо взмыла огромная зеленая фигура, которая схватила земного дракона и потащила его за собой. Зеленая ящерица ударила земляного дракона хвостом по спине, и этот удар не уступал удару топора. Они упали, и земляной дракон потерял несколько чешуек, но отступать все равно не хотел. Дракон-ящерица. Сразу же узнал странного демонического зверя Ван Ту. Разве она не из Алого болота? Ее же убили. Ван Тяньлун применил секретную технику и вызывал дракона. Чутянь вызвал дракона-ящерицу. И теперь два сверхсильных демонических зверя сражались друг с другом, но преимущества не было ни на чьей стороне. Земляной дракон не мог вырваться из пут дракона-ящерицы, и определить победителя пока было тяжело. Ван Тяньлуна снова окружили трупы инь. Чутянь скрестил руки на груди. Героический боевой маркиз, думаю, ты исчерпал все свои уловки. Ты не можешь сломить меня, так что сдавайся. Чутяня удивило, что Ван Тяньлун не разозлился, как он ожидал, а холодно посмотрел на Чутяня, не изменившись в лице. Ты правда думаешь, что трупы инь могут меня остановить? У маркиза есть техника, которую он еще не использовал. Я думал, что мне не придется идти на этот шаг. Раз твои старания превзошли мои ожидания, я сделаю твое поражение куда более эффектным. Ах, какие слова! Сказал Чутянь, однако в душе поднял бдительность. У королевской семьи Великого Лета было непростое происхождение. Естественно, Ван Тяньлун немало скрывал. Думаешь, у тебя очень сильная оборона. Ван Тяньлун выпустил огромное количество духовной энергии, которая превратилась в 5 золотистых духовных драконов. Они вращались со скоростью, которую нельзя было увидеть невооруженным глазом, и образовывали золотой шар. Я покажу тебе, что такое настоящая оборона. Такова была культивационная техника Ван Тяньлуна. Впервые за долгое время Ван Тяньлун применил ее в сражении. Совершенный правитель заинтересованным тоном произнес: техника Великого Лета. Трансформация дракона превращает духовную энергию в водяных драконов. Пока есть духовная энергия, не пройдут 100 солдат, не прорвутся 10 тысяч противников. В стране Великого Лета она считалась лучшей техникой. Неплохо. Нахмурил брови правитель Пылающего Солнца. Раньше это была техника королевского клана Великого Лета. За 10 лет Ван Тяньлун благодаря ей побеждал гончих войны. Ее способности разнообразны: и оборона, и нападение. Чутянь и подумать не мог, что техника Ван Тяньлуна сконцентрирована на обороне. Более того, Ван Тяньлун уже достиг царства совершенства, а его защита соответствовала бессмертному звездному телу на уровне великих успехов. Короче говоря, она была намного сильнее, чем нынешнее бессмертное звездное тело, однако эта техника была совсем другой. Бессмертное звездное тело испускало звездный свет, слой которого отражал любой урон. Если звездный свет трескался, его восстанавливала духовная энергия из тела. Но если скорость траты превышала норму, бессмертное звездное тело могло разрушаться. Техника Ван Тяньлуна сразу же создала защитный слой из большей части его духовной энергии. Эта защита работала за счет духовной энергии, и восстановить ее было нельзя, но эффект ее был намного сильнее, а защита крепче. Когда Ван Тяньлун применил эту технику, ей не могли противостоять даже культиваторы царства истинной души. Эта техника не только укрепляла оборону, но и наносила сильные атаки. Когда противник приближался, его тут же уничтожала мощь водяного дракона, и, естественно, свои недостатки были у каждой техники. Недостаток этой техники заключался в том, что она тратила много энергии. С точки зрения обороны эта техника немного уступала бессмертному звездному телу. Слишком велико было потребление. К тому же, бессмертное звездное тело не только защищало, но и очищало тело. Его ценность заключалась в стабилизации фундамента и физического состояния, и это было даже ценнее защиты. Нельзя было сказать, что эта техника лучше бессмертного звездного тела. «Дай попробовать мне», Чутянь приказал 5 трупам инь окружить его. Когда трупы инь приблизились, их оттолкнуло барьером из когтей водяного дракона, и их отбросило на несколько десятков метров. Какая сила! Серьезно пострадать мог бы даже культиватор 9-го уровня пробужденной души.
Наследная культивационная техника королевской семьи Великого Лета была действительно могущественной. Увидев это, Мэнин немного заволновалась. Эта техника кажется более мощной, чем наше бессмертное звездное тело. Что ему делать? Если Чутянь не может пробить его защиту, разве он не проиграет? Мэн Цин, Уйнангун Юнь тоже беспокоились. Трупы Инь не успели отреагировать, и их атака захлебнулась. Ван Тяньлун сжал в руке длинное копье и кинул в 3 трупов, которые заслоняли Чутяня. Плохи дела. Дракон-ящерица сражался с земляным драконом, а все трупы были разбросаны по арене. Как Чутянь мог блокировать удар, их разделяли всего 30 метров. Дорогу преградил последний труп Инь, но его тоже отправили в полет. Ван Тяньлуну оставался всего 1 удар, чтобы сократить разрыв, и Чутянь не успел отреагировать. Безмолвный правитель собрался вмешаться, потому что нужно было хотя бы защитить Чутяня. Кто бы мог подумать, что в этот момент Чутянь неожиданно достал 2 автомата. Попробуй такую силу, Тата. Выстрелы энергетического автомата были тише и пронзительнее, чем у пистолета. Выпущенные пули оказались красными иглами, которые густым дождем летели вперед. Ван Тяньлун ощутил, что сила и скорость этих игл не самые высокие, поэтому холодно улыбнулся. «Хочешь причинить мне боль такой слабой атакой?» Не успел он договорить. Как обычные маленькие иглы пронзили оборону Ван Тяньлуна, большинство застряли в его доспехах, а часть проникла между щелями доспехов и вонзилась в шею, лицо. Ван Тяньлун превратился в ежа. «Ах!» Жалко вскрикнул Ван Тяньлун, отшатнувшись назад. Его культивационная техника тут же рассеялась. Более того, по телу быстро распространилось онемение, и он чуть не потерял сознание. Чутянь вскинул меч и, подскочив, нанес удар яростного пламени. Свет меча поразил Ван Тяньлуна, пока тот был в воздухе, и рассек его доспехи. Не успел он даже упасть на землю, как его окружили 18 трупов Инь. Откуда у Ван Тяньлуна было время сопротивляться? Бам! Трупы Инь, окружившие Ван Тяньлуна, топтали его ногами, практически вдалбливая в землю. Сил у Ван Тяньлуна уже не осталось, и ожидать от этого боя было больше нечего. Чутянь убрал меч в ножны, и на его лице показалось презрение. «И ты хотел сразиться со мной с помощью таких техник. Повторишь попытку в следующей жизни». Глава 312. Ускоренное военное развитие. Это оружие разительно отличалось от обычного энергетического автомата, у него был особенный магазин с особыми снарядами. Дуло было словно запечатано, однако в нем были небольшие отверстия, сквозь которые стремительно вылетали стальные иглы крови Инь. Эти иглы пробивали защиту пробужденной души и причиняли врагу боль. Чутянь лично сделал каждую иглу, поэтому они были не только заточены, но и смазаны ядом короля змеёскорпионов, который парализовал врага мгновенно. «Стойте!» — вскинул руку безмолвный правитель. Рядом с Ван Тяньлуном рухнул огромный кроваво-красный меч, упавший с небес. Трупы Инь, которые окружали его, отступили на 30 метров, а они не могли сделать и шагу вперед. Безмолвный правитель оградил Ван Тяньлуна, вонзив этот меч в землю перед ним. Сражение прервалось, в дальнейших атаках не было смысла. Победил Чутянь, Чутянь рассмеялся. «Ты позволил мне победить, ты позволил мне победить». Героический боевой маркиз. «Ох, нет, согласно нашей договоренности, ты больше не носишь этот титул. Я должен называть тебя молодым командиром Ваном. Большое спасибо за милосердие, молодой командир Ван». Ван Тяньлун, не сходя с места, рухнул в обморок. «Ха!» Со смехом выкрикнула Наньгун Юнь. Молодой командир лично на это согласился, свидетелями были даже 3 правителя и его величество. Семья Ван сдержит свое слово. У членов семьи Ван были мрачные выражения лиц. В один день и победить, и проиграть. Героический боевой правитель лишился титула уже через полдня, и этого было достаточно, чтобы стать для страны Южного Лета посмешищем. И для Ван Тяньлуна, и для семьи Ван это был позор, который они не могли смыть. Король Южного Лета насупился. Он хотел воспользоваться боевым маркизом, чтобы надавить на Чутяня, чтобы тот больше не хвастал. И что в итоге? Всего за день боевой маркиз лишился титула, Чутянь перешагнул через боевого маркиза и поднял свою репутацию на новый уровень. Кто мог подавить его свет? Король Южного Лета не мог сдерживать его. Неужели он мог поколебать королевскую власть? Совершенный правитель догадывался о мыслях короля. Боевой маркиз недооценил противника. Победа Чутяня — не заслуга его силы, его поддерживали. Учитывая заслуги боевого маркиза и престиж семьи Ван, будет неправильно отнимать у него титул. Правитель считает, что мы должны восстановить королевское воззвание и позволить боевому маркизу все обдумать. Через месяц мы вернем ему титул. Король считает так же, как совершенный правитель, строгим тоном произнес король Южного Лета, генерал Ван должен все обдумать. Как можно недооценивать противника, будучи боевым генералом?
Это должно стать для тебя уроком. Ван Тяньлун тут же опустился на колени. Я запомню наставление мудрого короля, Чутянь явно остался недоволен. Этот парень обещал отказаться от титула маркиза, а теперь нарушил обещание. Однако безмолвный правитель и правитель Пылающего Солнца не возражали против предложения короля, и даже великий ученый молча согласился с ним. Как можно было просто так отнять титул маркиза? В имперском городе семью Ван очень уважали. Прежде они были королевской семьей, у них была долгая история и 10 лет боевых заслуг, и если из-за пари они лишатся этого титула, то это перечеркнет все достоинства семьи Ван. Неужели король мог это отрицать? Он не мог отнять титул, но мог забрать его на время. Это считалось компромиссом между выполнением обещания, данного торговому чуду, и уважением Чутяня. Это сражение открыло королю глаза. Ученый Чу, выдающийся юноша, ему присуждены 10 духовных орудий, 10 святых трав и 20 тысяч золотом. Доволен был Чутянь или нет, король Южного Лета уже принял решение, и изменить его было невозможно, поэтому ему пришлось согласиться. 3 правителя поддержали это решение. Это было единственное, что они могли сделать. Не успело все устаканиться, как в небе раздался резкий крик. В небе стремительно промелькнул грифон, и с его спины спрыгнул рыцарь. С лицом, полным волнения, он подбежал к королю Южного Лета и встал перед ним на одно колено. Докладывая королю, произошли серьезные военные сдвиги, ошеломленные, король и 3 правителя одновременно встали. «Говори», рыцарь сжимал в руках донесение. Это донесение разведчиков с фронта. Собралось войско гончих войны, а возле государства Цан происходит нечто странное. «Прошу короля о приказе», король задумался. «Скольких ты видел?» Совершенный правитель с хмурым видом произнес. «Кажется, гончие войны хотят напасть на город Цань, так что мы должны укрепить оборону города. Иначе, если город Цан падет, имперский город будет отделен от севера, и все рухнет». Правитель так не думает. У города Цан высокие стены и центральное расположение, и даже если гончие войны нападут, атака будет трудной. Разведка видела команду легкой кавалерии, они не смогут напасть на укрепленный лагерь. Размышлял безмолвный правитель. Думаю, атака на город Цан — отвлекающий маневр. Должно быть, их цель — государственные фермы государства Цан. При этих словах люди задрожали. Для страны Южного Лета фермы государства Цан имели важное значение. Кони нескольких сотен тысяч кавалеристов родились именно в государстве Цан. Если гончие войны уничтожат фермы, то кавалеристов станет меньше, и у них не будет возможности противостоять гончим войны. Это был беспощадный шаг, кража дров прямо из костра. Король Южного Лета вышел из себя. Линия фронта только что сократилась, а гончие войны уже торопятся в атаку. Они взбудоражились. Это сложный вопрос, забеспокоился безмолвный правитель. Гончие войны долгие годы не наносили стране стратегически важные удары. Стратегия была связана с военным вторжением. Последние несколько лет гончие войны много раз нападали, но это были обычные набеги. Крупномасштабное вторжение значило совсем другое. Гончие войны то ли нападали на город Цан, то ли хотели перекрыть стране важный канал поставок. Имперский регион был сердцем страны, захватить его было очень тяжело. Имперский регион охраняли 3 правителя, король, треть всей кавалерии и пехоты и лучшие солдаты. В имперском регионе сосредоточились 80% всей армии. Попасть в имперский регион они не могли. Они могли лишь начать с государства Цан. Когда погиб король Клык, гончие войны погрузились в междоусобицы, а племена стали сражаться друг с другом. Их сила не могла сравниться с силой прежнего воюющего царства. Даже если разрозненные племена гончих войны объединятся, они проникнут в имперский регион лишь спустя год сражений. Предпочтительнее была долгосрочная стратегия, которая заключалась в том, чтобы отрезать государство Цан и втянуть имперский регион в войну на износ. Нападение на государство Цан было лишь первым шагом их стратегии. Естественно, король Южного Лета и 3 правителя не волновались. Выполнить это было очень трудно. Хотя в стране Южного Лета случалось много бедствий, ситуация в стране была относительно стабильной. Социальная организация гончих войны была на низком уровне, и они были обречены на междоусобицы. Даже объединившись, они не протянули бы долго. Эта долгосрочная стратегия не подходила для государства, втянутого в междоусобицы. Даже если гончие войны преуспеют, они лишь нанесут ущерб северному региону страны. Саму же страну это почти не заденет. Они пришли вовремя. Хлопнул король по перилам, наконец все обдумав. Король вспомнил про план генералов напасть на гончих войны. Но гончие войны кочевники, и хотя совершенный правитель хитер, их нелегко будет найти на просторных лугах. Раз они взяли инициативу на себя и двинулись в атаку на наши земли, король даже рад такому куску мяса, ваше величество. Услышав это, Ван Тяньлун опустился на колено. Армия боевого дракона просит разрешения вступить в бой. Генерал ранен, тебе лучше отдохнуть.
Не говоря уж о том, что солдаты армии Боевого Дракона пока на передовой, а вернулись лишь лучшие. Если ты отправишься в государство Цан, то потеряешь солдат, Ван Тяньлун произнес. Этому слуге нужны лучшие солдаты. Думаю, если обычные солдаты будут сражаться с лучшими солдатами армии Боевого Дракона, этого хватит, чтобы уничтожить кавалерию гончих войны. Что касается ран этого слуги, то о них даже говорить не стоит. Ха. Генерал жаждет больших заслуг, король понимает. Приближается северная армия страны Южного Лета, в будущем у тебя еще будут заслуги. Не согласился с Ван Тяньлуном король. Это сражение должно показать престиж страны, и это позволит нам начать наступление на север. Итак, чтобы все прошло гладко, командование на себя примет сам безмолвный правитель. Сначала Ван Тяньлун был недоволен, но когда король сказал, что командовать будет безмолвный правитель, то он растерял все возражения. У кого в стране было больше полномочий, чем у безмолвного правителя? Не говоря уже о том, что безмолвный правитель был истинным духовным экспертом. Никто в стране не мог превзойти его высокий уровень культивации. Если он будет командовать, даже не сражаясь, одного его престижа хватит, чтобы гончие войны наделали в штаны. 3 правителя возвращаются во дворец с этим королем. Мы обдумаем план, сказал остальным король. Можете идти, король и 3 правителя ушли. Чутянь повел своих людей обратно в штаб компании. Все были подавлены, и он поинтересовался: «А чем вы беспокоитесь?» Он уже выучил урок. Хорошо, что он не лишился титула маркиза. Король Южного Лета полон амбиций и готовится к походу на север. Он не настолько глуп, чтобы в такое время оскорблять старшего генерала. Мы думаем не об этом. Подняла глаза Мэн Ин. Страна Южного Лета вот-вот ввяжется в войну. И что, Наньгун Юнь вмешалась в беседу. Тебе это совсем не волнует? Враг — племена гончих войны. Они уже несколько веков давят на страну Южного Лета. Война всегда была серьезной темой. Никто не любил сражаться, кроме бойцов. Не говоря уже о том, какими сильными были враги. Гончие войны были заклятыми врагами страны. Чутянь почесал в затылке. Он прибыл в имперский город совсем недавно и еще не знал улицы. Он понятия не имел о племенах, населении, силе, снаряжении и разведке гончих войны, поэтому не мог понять, хорошей была война или плохой. Ваши опасения беспочвены, успокоил всех Чутянь. Король и 3 правителя сильны, они прекрасно понимают, кто такие гончие войны. Раз у них не возникло возражений, значит, эту войну вести можно. Несколько десятков лет назад страна Южного Лета восстановилась и нарастила достаточно военной мощи. Самым главным было кое-что другое. Теперь они создали завод по производству энергетического оружия. Как только оружие попадет в армию, она сможет победить даже королевство гончих войны, что уж говорить про разрозненные племена. Разницу в силе определяли технологии. Мэн Цину кивнула. Война — это и катастрофа, и возможность. По крайней мере, сейчас король нуждается в нас, так что он не будет против нас выступать. Мы воспользуемся моментом, чтобы развиться, Мэнин сказала Чутяню. Кстати, Чутянь, ты участвуешь в войне. Что это ты такое говоришь? Удивился Чутянь. Я не понимаю стратегию и военное оружие этой эпохи. Еще я не знаю о состоянии армии Южного Лета. Как думаешь, разве я могу возглавлять войска? Мэнин вздохнула. Значит, я могу быть уверенной, о чем только думала эта девушка. Глава 313. Отправляясь в бой. Пришло подтверждение, что гончие войны собрали войска, масштаб которых превзошел все ожидания. В государство Цан огромной волной направлялись около 400 тысяч кавалеристов гончих войны. Теперь они точно были уверены. Гончие войны готовились к нападению на государство Цан. 400 тысяч кавалеристов — это было пугающее число, равнины были очень обширными, а гончие войны обладали повышенной репродукцией, однако насчитывалось их немного. Их было меньше, чем треть населения страны Южного Лета, и на то были 3 главные причины. Во-первых, у них не было развитой техники, и зависели они от охоты. При серьезных катастрофах население сокращалось. Во-вторых, условия их жизни были жестокими, и каждому духовному зверю приходилось сражаться за ресурсы друг с другом и охотиться на демонических зверей. Из 10 детей выживал, как правило, 1. В-третьих, междоусобицы. На равнинах проживали несколько сотен племен, несколько десятков из которых были крупными. Они постоянно сражались с малыми племенами, поглощая их. Малые племена сражались ради еды и воды, а большие — ради титула короля Клыка. Битв между ними происходило много. Жестокие условия сокращали численность гончих войны, но выжившие были сильными экспертами. Когда кавалерия Южного Лета сталкивалась с кавалерией гончих войны, они были слабыми, словно мясо в тарелке. Справиться с кавалерией гончих войны могли лишь лучшие кавалеристы. Армия из 400 тысяч человек была не очень большой,
но сила их была ужасающей. Тот факт, что они решили напасть не на имперский регион, а на государство Цан, означало, что командир гончих войны размышлял здраво или, по крайней мере, логически избегал сильных и нападал на слабых. Такая армия не могла пробить оборону имперского региона, но ее было более чем достаточно, чтобы пробить оборону государства Цан. Даже если на подмогу придут войска имперского региона, это будет лучше, чем прямое противостояние. Король Южного Лета не скрывал эти новости от жителей. Как только стало известно про армию гончих войны, король немедленно сообщил об этом городу. Имперский город был потрясен. 400 тысяч кавалеристов гончих войны были серьезным числом. Это объяснялось тем, что гончие войны не выращивали пшеницу, они десятки лет сражались друг с другом, поэтому такая крупная экспедиция была для них тяжелым проектом. 400 тысяч кавалеристов, сколько каждый день съедают всадники и лошади, племенам не хватало провизии, однако они отправили 400 тысяч кавалеристов, чтобы те проникли в страну Южного Лета. Понять это было сложно. Вожди племен сошли с ума. Они умирали с голоду, но все равно хотели сразиться со страной. В имперском городе были 3 правителя, он был устойчивым, словно скала, поэтому его жители не волновались. Даже государство Цан не было слабым. Армия государства Цан была лучшей армией 8 государств, и если имперский город пошлет подкрепление, гончих войны рано или поздно загонят в угол. В стране Южного Лета было изобилие пшеницы, и как они могли бояться кочевой кавалерии, король уже составил несколько королевских воззваний. Первое провозглашало, что лучшие войска, освобожденные 2 дня назад, отправлялись обратно на фронт, чтобы готовиться к бою. Они должны были пресечь любые атаки гончих войны, направленные на имперский регион. Вторая провозглашала, что безмолвный правитель должен был возглавить армию. Они должны были скооперировать с 200 тысячами лучших солдат государства Цан и уничтожить всех гончих войны. Третья призывала всю страну приготовиться. Собирать пшеницу и метаи, нанимать наемников, а южным армиям отправиться на подмогу на север. 3 королевские прокламации вселили во всех некоторую уверенность. Король Южного Лета отреагировал быстро и принял все возможные контрмеры, и гончие войны не могли захватить преимущество. Они лишь ждали, пока безмолвный правитель доберется до государства Цан и преподаст кавалерии гончих войны суровый урок. В тот же день армию проводили больше 1 миллиона жителей. Победы на полях за городом ждали бесчисленные кавалеристы. Один взгляд на эту толпу мог шокировать любого. Все были одеты в одинаковую синюю броню, все сидели на лазурных штормовых лошадях и были вооружены острыми, холодными, сверкающими длинными копьями. Они напоминали густую поросль сорняков. Они испускали давление, похожее и на оползень, и на цунами. Штормовая кавалерия, главная кавалерия страны Южного Лета, штормовая кавалерия была в каждом государстве, но в каждом государстве было меньше 3000 солдат. В грозовом государстве Чутянь уже познакомился с мощью штормовой кавалерии. Сотни тысяч кавалеристов хватит, чтобы создать на равнинах государства Цан бурю. Они могли уничтожить всех врагов, куда бы ни пошли, разбить их в пух и прах, король лично проводил их в поход. На этот раз для жителей страны стал богом безмолвный правитель. Глава 3 правителей, безмолвный правитель защищал страну уже десятки лет и был непобедимым. Гончие войны никогда не пробивали оборону имперского региона. Не было ни одного человека, который лучше подходил на роль главнокомандующего. Ван Тяньлун и маркиз Тлеющего Пламени были знаменитыми, однако у них был только боевой опыт. Крупномасштабное сражение требовало старого и опытного ветерана, разбирающегося в тактике. Этот меч короля Южного Лета. Король вскинул драгоценный меч, источающий тяжелую ауру. В государстве Цан безмолвный правитель будет вооружен этим мечом, который символизирует одобрение короля. Вы должны выполнять любой приказ безмолвного правителя. Меч короля был не просто божественным оружием. Еще он символизировал королевскую власть. Отдав меч безмолвному правителю, король показал, насколько важен этот бой и как он ему доверяет. «Спасибо, мой мудрый король». Взяв меч короля 2 руками, безмолвный правитель замер, словно статуя. «Безмолвный правитель, ты сильнейший человек в стране и самый выдающийся командир. Я верю, что с твоим командованием вы быстро уничтожите эту пеструю толпу». Голос короля звучал громко и уверенно. «Когда вы вернетесь с триумфом, вы вернемся к нашему плану и пройдем через равнины, чтобы вернуть земли нашей страны Великого Лета». От этих слов кровь жителей закипела. Они желали не просто победить гончих войны, но и вернуть земли страны Великого Лета, прогнав с равнин гончих войны. Король уже запланировал атаку, как люди могли не взбудоражиться. «Пойдемте, король отправит наших воинов Южного Лета». Король Южного Лета поднял кувшин с вином. Правитель Пылающего Солнца и Совершенный Правитель тоже подняли по кувшину, отдав честь кавалерии Южного Лета. Когда они осушили кувшины до дна, 200 тысяч солдат заволновались. Они одновременно погнали лошадей, и движение их было слаженным. Король выкрикнул:
Добейтесь великих заслуг и вернитесь с триумфом, безмолвный правитель летел на золотистом грифоне. Взлетев в воздух, грифон мгновенно достиг максимальной скорости и пролетел над головами солдат. Он мгновенно достиг фронта. С облаков рухнул глубокий и внушительный голос безмольного правителя. «Вперед, отряды! С победой! С победой! Безмолвный правитель!» хором кричали миллионы жителей имперского города. Армию взял в свои руки безмолвный правитель. Это сражение было очень важным для страны. Хотя такие грандиозные сражения случались редко, происходили они в нужное время. Это сражение станет короля и 3 правителей отправной точкой. Первое поколение короля обладало выдающимися способностями и уже окидывало взглядом равнины гончих войны. Следующее поколение хотело вернуть земли, однако это было желание, лишённое сил. Перед ними был отличный шанс, выпадающий раз в 100 лет, от внутренних распри племена гончих войны ослабли, а страна Южного лета за эти годы лишь окрепла. У них появилось много солдат и генералов, а талантливый Чутянь даже создал энергетическое оружие, которое изменило эпоху. Это был прекрасный шанс. Несомненно, страна Южного лета могла возродиться, Чутянь сказал своим людям. Король ушел, нам тоже надо уходить, слегка нахмурив брови, Мэн Цин встревожилась. Хотя безмолвный правитель командует ими лично, смысл вторжения невелик. В конце концов, это первое настоящее вторжение за долгие годы, однако оно не похоже на их обычные набеги. Хотя у страны есть преимущество в виде сильной армии, среди коварных гончих войны больше экспертов, чем в стране. Это будет нелегкое сражение. Нечего волноваться, нам остается лишь верить в безмольного правителя. Чутянь не беспокоился. Даже если они проиграют сражение, они потеряют лишь конные фермы. Это ослабит кавалерию Южного лета и заставит временно отказаться от похода на север. А имперский регион не пострадает. Король Южного лета не был глупцом, он готовился и к этому. Даже если гончие войны объединятся, они не смогут напасть на имперский город. Имперский регион все равно останется под защитой. 3 правителя, король и энергетическое оружие легко обеспечат его безопасность. Когда они вернулись в штаб-квартиру торгового чуда, их встретили важными новостями. В имперский город прибыли Фэн Цайде и Юнь Яо, Чутянь взволнованно их встретил. Они не виделись 3 месяца, но их лица сияли. Фэн Цайде осталась нежной, как облачко, а Юнь Яо была такой же острой, как молния. Обе покинули команду несколько месяцев назад, но их развитие не замедлилось. Несомненно, они не могли догнать Чутяня и Наньгун Юнь, однако были такими же сильными, как Мэн Ин и Мэн Цину. Обе были на 5-м уровне пробужденной души. Старшая Цайды, старшая Юнь Яо, наконец-то вы здесь. Весело подбежала к ним Мэн Ин и обняла их. В имперском городе столько всего произошло, я вам все расскажу. Это подождет. Чутянь оттащил Мэн Ин в сторону и спросил у 2 девушек. Ты уже закончили? Юнь Яо и Фэн Цайды кивнули. Фэн Цайды с улыбкой ответила. Мы выполнили миссию. Мы побывали в 7 государствах и покрыли как минимум 5 основных городов каждого государства. На этот раз мы поедем на север, чтобы провести сеть в государстве Цан и имперском регионе. Хорошо, хорошо, все были приятно удивлены. План торгового чуда уже давно вышел за пределы первых шагов. Теперь вещание центрального государства могло охватить 7 южных государств, и торговое чудо, наконец, завершит межгосударственную систему коммуникаций. В истории торгового чуда и истории континента это была важная веха. Глава 314. Межгосударственная коммуникация. Мобилизовавшись, всего за 3 дня торговое чудо имперского города создало сверхзвуковой передатчик. Чутянь, Мэн Цину, Наньгун Юнь, Мэн Ин и другие высокопоставленные лица, включая Гоу Цань Цу, Джао Пу и остальных старых ученых, собрались в средних размерах лаборатории. Гоу Цань Цу нетерпеливо потер руки. Может, начнем сейчас. Все присутствующие ученые, включая Джао Пу, ощущали сильное волнение. Все, принимавшие участие в этом знаменательном исследовании, могли подарить своей семье честь и вписать свое имя в историю, поэтому старые ученые волновались. Такой возможности не было даже у ученых из других империй. Чутянь посмотрел на часы. Пришло время, начинаем проверку. Мэн Цин подошла к новому радио. Пока оно было отключено. Мэн Цин лично включила его, раздались звуки, и дало себе знать статическое электричество. Транслировалась передача станции имперского города. «Начинай менять частоты», Мэн Цин поставила привычную частоту, и раздались смутные голоса. Они были неразборчивыми, значит, преемник ловил плохо. Мэн Цин принялась терпеливо настраивать частоту. Вдруг шипение исчезло. Раздался приятный женский голос. «Приветствую всех, добро пожаловать на полуденные новости Центрального государства. Я, ведущая Центрального государства, Сяолин».
Сегодняшние новости, все впали в оцепенение. Они не услышали ни слова. Они лишь чувствовали, как у них в головах пульсирует кровь, как тело наливается слабостью. Это правда удалось. Мы получаем сигнал от центрального государства, мы слышим передачи центрального государства, старики покраснели от волнения. Мэн Ин и Наньгун Юнь радостно обнялись, и даже обычно спокойная Мэн Цин проявила чувства. Это было нелегко. Торговое чудо существовало уже полгода. Несмотря на то, что они создали много важных нововведений, лишь теперь они сделали важный исторический шаг. Торговое чудо создало первую информационную сеть континента. Центральное государство находилось в 10 тысячах миль от имперского города, однако люди могли передавать сообщения. Звук центрального государства выходил в эфир и передавался в имперский город, межгосударственное вещание можно было считать примитивной формой континентальной коммуникации, рухнули древние примитивные методы коммуникации континента. Весь мир ожидала информационная революция, Мэн Цину спросила: «Хочешь немедленно об этом объявить? Чушь какая!» «Это великое дело, как мы можем не объявлять?» Хлопнул по столу Чутянь и сказал: «Быстро, мобилизуйте местные радиостанции и активируйте все каналы, мы должны сообщить эту радостную новость. Хорошо, торговое чудо бесплатно транслирует передачи, позволяя имперскому городу слушать новости центрального государства. Естественно, люди центрального государства тоже должны слушать станции имперского города. Чутянь не хотел скрывать прорыв, неудивительно, что имперский город закипел от волнения, когда торговое чудо объявило о своем последнем достижении. Радиоприемники и магнитные записывающие устройства торгового чуда раскупили всего за день. Сразу же предупредили короля Южного лета. Создание радиостанции имело для короля важное значение, оно могло укрепить его статус. Решив обсудить все с торговым чудом, король приготовился к поездке. Он хотел создать официальную станцию королевства, которая будет представлять короля, однако в торговом чуде он услышал другую, более шокирующую новость. Торговое чудо создало устройство, способное связывать людей в реальном времени. Торговое чудо уже давно изучало эту технику, и это не было секретом, особенно для секты Юнь, но впервые об этом услышали посторонние. Наконец, страна Южного лета осознала возможности торгового чуда, изобретение имело важное значение и широкие перспективы. Торговое чудо могло стать лучшей компанией континента. Ученый Чу, ты действительно чудотворец», король смотрел на Чутяня, как на жирный кусок мяса. Если бы у него был хотя бы 1% мудрости Чутяня, семья короля процветала бы тысячи лет. Тот факт, что великий талант возник в стране Южного лета, очень волновал короля Южного лета и вызывал у него сильную головную боль. В этой эпохе уважали силу, а король занимал трон благодаря силе семьи Дунфан. Если в королевстве возникает сила, способная угрожать даже семье Дунфан, что делать королю? Убить их? Не время. Поддержать их. Он боялся, что в будущем не сможет их контролировать. Король всегда боялся Чутяня главным образом из-за того, что тот был слишком выдающимся. Хотя Чутяня трон не интересовал, король Южного лета ощущал некую тревогу. Не бывает королей, которые позволяли, чтобы в их стране родилась новая сила. Пусть даже у Чутяня не было амбиций, однако вдруг они будут у его сторонников или потомков, сейчас это было неважно. Королю очень хотелось увидеть результат. Он лично приехал в торговое чудо, чтобы посмотреть на чудо. Торговое чудо предпочло провести эксперимент на небольшой площади с несколькими сотнями сотрудников и ученых торгового чуда, и с королем, правителем пылающего солнца и совершенным правителем. Торговое чудо применило еще и зеркало, передающее изображение, чтобы транслировать в имперском городе еще и картинку из других мест. Начинаем. Чутянь подошел к коммуникатору и сначала ввел серийный номер. Раздался шум, от которого сердца собравшихся наполнились тревогой. Будет ли это успешным? Они действительно смогут общаться в режиме реального времени? Их разделяло больше 10 тысяч миль, между точками находились 4 огромных озера и несколько тысяч миль горных хребтов. Не успели они это обдумать, как гудение коммуникатора утихло. Из динамика вырвалось слабое шипение, а потом раздался старческий голос. «Привет. Это секта Юнь Центрального государства, и это старик Юнь Тяньхэ». «Кто вы?» — Чутянь засмеялся. «Старец Юнь, как давно мы не разговаривали? Президент?» «Это вы. Вы уже закончили коммуникатор имперского города?» Чутянь беседовал с Юнь Тяньхэ. Звук был очень четким, без посторонних шумов, и это тоже всех шокировало. Все встали и зааплодировали. Король Южного лета взволнованно подскочил и закричал: «Отлично! Отлично! Это изобретение очень важно для страны Южного лета. Ученый Чу — настоящий ученый. Вручите ученому Чу миллион золотом и дайте ему титул великого ученого. В таком небольшом королевстве мог быть лишь один великий ученый». Но кого волновали такие мелочи? Изобретения Чутяня могли сделать его даже ученым даже в крупном королевстве. В стране появился второй великий ученый. Одним из них был столетний Гоу Цань Цу. Вторым был Чутянь, которому даже 20 не исполнилось.
Когда новость пронеслась по королевству, все поразились, но обвинять короля в нарушении правил не стали. Возможно, у Чутеня не было славы и уважения Гоу Цань Цу, но все его изобретения по праву делали его великим ученым. Когда Чутянь стал знаменитым, люди, скрывающиеся в тени, заострили на нем внимание. Ночью поместье маркиза Тлеющего Пламени посетил особый гостью сын маркиза. Наньгун Цзянь сильно пострадал и не покидал поместье, поэтому никто не знал, что с ним происходит. Правитель Пылающего Солнца и король Южного Лета много раз пытались его успокоить, однако он не мог отпустить ненависть. Король и правитель ничего не могли с этим поделать. В комнате маркиза тускло горели свечи. Он был одет в красную мантию для культивации и сидел на циновке, перед которой стояла ширма, и его фигура казалась хрупкой. Из-за ширмы донесся хриплый голос, глубокий и зловещий. Слишком поздно для героического боевого маркиза. «По какому делу ты пришел ко мне?» Гостем был Ван Тяньлун. Услышав про героического боевого маркиза, Ван Тяньлун свирепо сверкнул глазами. Это был славный титул, однако теперь он вызывал у него лишь стыд. Ван Тяньлун сдержался. Зачем маркиз спрашивает? Раз знает. Маркиз 5 секунд помолчал, а потом ответил. Из-за великого ученого Чутеня Ван Тяньлун тихо произнес: «Да, но не только». Маркиз засмеялся. Что героический боевой маркиз имеет в виду? Если ты будешь со мной сотрудничать, Чутянь не будет нас беспокоить. Можешь уходить. Это не заинтересовало маркиза Тлеющего Пламени. Пока жив король, семья Наньгун против Чутеня не пойдет. Этот маркиз не станет нарушать королевские приказы. С холодной улыбкой Ван Тяньлун сказал: «Не верю, что маркиз Тлеющего Пламени подавил свою ярость. Подумай о своем сыне, он стал калекой. В этой жизни он уже не сможет стать маркизом. У маркиза Тлеющего Пламени нет преемника». Взорвалось убийственное намерение. Тусклые огоньки свечей внезапно дрогнули. Голос маркиза Тлеющего Пламени стал еще более хриплым. Маркиз говорит еще раз: «Пожалуйста, уходи». Ван Тяньлун не обратил внимания на убийственное намерение. Такой шанс бывает раз в 1000 лет, маркиз не должен потом сожалеть. Убийственное намерение маркиза Отступающего Пламени загустело. Разве героический боевой маркиз не понимает человеческую речь? Или ты хочешь, чтобы этот маркиз тебя выгнал? Ладно, но прежде чем я уйду, я хочу обсудить интересный слух. Я узнал это на равнинах гончих войны, думаю, остальным тоже будет интересно. «Что ты хочешь сказать?» — Ван Тяньлун тихо произнес. 10 лет назад существовал маркиз, который поразил гончих войны. Он был непобедимым и вызывал в людях благоговение. Однажды он по ошибке попал в ловушку врага. За день и ночь битвы его армию уничтожили. Воздух в комнате стал тяжелее, а свечи загорелись ярче. Ван Тяньлун с улыбкой продолжил. Человек, предоставивший ложную информацию и даже бывший тайным информатором, был младшим братом маркиза Южного Лета, из-за ревности которого погиб его брат. Думаешь, в это кто-то поверит? А если у меня будут его переписка с гончими войны? Вдруг пламя свечей превратилось в небольшой меч, который полетел к Ван Тяньлуну. Ван Тяньлун остался стоять на месте, его духовная энергия превратилась в водяного дракона, который поглотил огненный меч. Комната погрузилась во тьму. Голос Ван Тяньлуна стал зловещим. «Хочешь заставить меня замолчать, убив меня?» Отличный способ, но мы одинаково сильны. Маркизу Тлеющего Пламени следует подумать, как справиться с правителем Пылающего Солнца и королем Южного Лета. В темноте долго никто не говорил. Раздался глухой, глубокий голос маркиза Тлеющего Пламени. «Как ты хочешь разобраться с Чутянем?» Ван Тяньлун улыбнулся. «Я уже говорил, не только с Чутянем. Нас ждет долгий разговор». В темноте вспыхнуло пламя, и каждый огонек упал точно на свечу, вновь залив комнату светом. Глава 315. Донесение о победе в первом сражении. Мэн Цину подошла к Чутяню, который пил чай, и сообщила, держа в руках зеркало для передачи изображения. Центральное государство отправило кучу видео с последними результатами исследований. Хочешь на них взглянуть? Вот как? Сделал глоток чая Чутянь. Тогда включи мне одно, и я посмотрю. Мэн Цину включила зеркало, и там возникло изображение. Он увидел нескольких ученых из секты Юнь, которые помещали на катапульту большой кристальный шар, покрытый сложными рунами. Чутянь обратил внимание на шар, потому что он, судя по цвету, был сделан из очищенной кристаллической нефти. Юнь Тяньхэ дал сигнал рукой. Ученые секты Юнь активировали энергетический массив шара, и тот загорелся. Видимо, нефть стала всплывать, выделяя много света и тепла. Катапульта дернулась, и кристальный шар отправился в полет. Бум! Шар приземлился в сотни метров и высвободил ужасающее количество энергии. Ученых отбросило назад, и сломалась даже катапульта, которой запускали шар. Запись испытания прервалась. Мэн Цин закрыла зеркало. Последние несколько месяцев секта Юнь не стояла на месте.
Теперь, когда мы создали высокоэффективную бомбу, у нее наверняка будут яркие перспективы. Чу Тянь презрительно искривил губы. Что это за изобретение? Это всего лишь применение высокореактивной каталитической решетки. Она позволяет инертной кристаллической массе вернуться в активное состояние и создать взрыв, положившись на нестабильность кристаллической нефти. Недостаток бомбы был весьма очевиден. Во-первых, нельзя было регулировать мощь и направление взрыва. Шар взрывался мгновенно, а кристаллическая нефть брызгала во все стороны, что делало невозможным ограничение зоны взрыва. Во-вторых, если не выпустить бомбу сразу, он нанесет серьезный урон своим. Чу Тянь сказал Мэн Цину: «Я напишу тебе пару слов, а ты отправишь письмо в центральное государство». Когда торговое чудо создало коммуникационную сеть, работать стало намного проще. Два исследовательских центра секты Юнь могли обмениваться данными, результатами исследований, и это экономило много рабочей силы и ресурсов. Когда Мэн Цин записала предложение Чутеня, она вдруг задумалась. «Верно, мы уже закончили производство первой серии «Маяка Великого Лета» и готовимся показывать ее в театрах. В имперском городе уже есть 6 театров, а в центральном городе строительство только началось. К концу месяца торговое чудо планирует построить еще 10 театров. Тогда начинайте рекламу». Думаю, король Южного Лета долго этого ждал. Вдруг в комнату ворвалась Мэн Ин. «Вы слышали?» Отличная новость. Поведение младшей сестры удивило Мэн Цину. «Какая новость могла тебя осчастливить?» Сначала Мэн Ин подбежала к Чутяню, выпила из его чашки, а потом взволнованно произнесла: «Донесение о победе из государства Цан, Мэн Цин, У и Чутянь оторопели». Что за новость? С отъезда безмольного правителя не прошло и недели. Донесения о победе пришли так быстро, армию гончих войны накормили дерьмом. Мэн Ин объяснила: новость прислали из королевского дворца, а она не должна быть ложной. Безмолвный правитель так силен, что прибыл в Цан и преподал кавалерии гончих войны суровый урок. Чутянь понял, что ему нужно больше деталей, поэтому решил расспросить Гоу Цань Цу. В конце концов, Гоу Цань Цу был министром страны Южного Лета, поэтому знал новости королевского двора гораздо лучше. Кто бы мог подумать, что король уже отправил гонца, королевский гонец пришел в торговое чудо, чтобы принести радостную новость. Она была не только понятнее, чем версия Мэн Ин, она даже описывала весь процесс. Когда кавалерия безмольного правителя отправилась в государство Цан, гончие войны уже напали. Они захватили 3 города подряд, их боевой дух поднялся, а Цан окутал страх. Безмолвный правитель с первого взгляда заметил кавалерию гончих войны. У племен гончих войны была слабая дисциплина, поэтому всякий раз, когда они захватывали город, то сразу начинали убивать и грабить, и войска рассеивались. Они захватили целых 3 города, а их армия растянулась на 100 миль. Безмолвный правитель разделил штормовую кавалерию на 3 отряда. Первый отряд был спасательной группой и атаковал главные силы гончих войны. Не справившись с 50 тысячами кавалеристов, те оказались в невыгодном положении, и им пришлось отступить. Когда кавалеристы гончих войны увидели лучших бойцов страны Южного Лета, все 200 тысяч врагов тут же кинулись их преследовать. Остальные 200 тысяч солдат не успели отреагировать, и армия разделилась, а безмолвный правитель отправил туда 100 тысяч кавалеристов. Третий отряд напал на гончих войны с тыла и одним махом уничтожил их запасы. Всего 200 тысяч штормовых кавалеристов смогли отвлечь 400 тысяч кавалеристов гончих войны. 3 отряда заставили гончих войны отступить, лишиться запасов, погрязнуть в хаосе, и они не знали, сколько к ним отправили кавалеристов Южного Лета, где можно прорваться. А вот безмолвный правитель развернул войска и отдал приказ маркизу Зеленого облака из государства Цан объединиться с кавалерией имперского города и напасть на кавалерию гончих войны. В битве погибло 80 тысяч врагов, а остатки кавалерии разбежались и не смогли собрать боевые силы. Безмолвный правитель явно был ветераном поля боя. Диспозиция изменилась так быстро, что противник отступил. В стране Южного Лета не было другого генерала, который был бы на это способен. Кавалерия Южного Лета и кавалерия гончих войны столкнулись в государстве Цан. Хотя у гончих войны оставалось больше 300 солдат, а у них была слишком слабая стратегия, они были лишь разношерстной командой, которая собралась вместе. Король Южного Лета прислал королевского гонца. С помощью системы вещания «Торговое чудо» сообщила новость всей стране. Донесение о победе было хорошим делом, поэтому Чутянь не отклонил просьбу. Он тут же сообщил новость народу. Великая победа без малейшего изъяна наполнила граждан страны уверенностью. Король воспользовался моментом и объявил о плане северного похода, подняв боевой дух граждан. А торговое чудо прорекламировало «Маяк Великого Лета», заказанный королем. Этот фильм был наполнен патриотизмом, пылом, преданностью и жертвенностью. Как и ожидалось, одна новость про «Маяк Великого Лета» породила в имперском городе волну. Продажи компании «Пламенной розы» внезапно выросли, многие наемники стали заказывать доспехи и оружие у них.
Патриотизм страны охватил бесчисленных юношей, которые точили мечи, чтобы записаться в армию и помочь стране расширить территории. Именно такого результата и ждал король. Теперь, когда боевой дух страны достиг пика, можно было вести силы на север. К этой экспедиции люди стремились не одно поколение. В ближайшие несколько дней из государства Цан постоянно приходили хорошие новости. Безмолвный правитель выиграл 3 сражения, убив в общей сложности 100 тысяч врагов и потеряв лишь 20 тысяч человек. Кавалерия Южного Лета атаковала и оборонилась, разделяя гончих войны согласно тактике безмольного правителя, и те не могли объединить силы. Если тенденция сохранится, и ничего печального не произойдет, безмолвный правитель сможет закончить бой за 10 дней. Ожидалось, что он уничтожит не меньше 3/4 вражеской армии. Больше всего непрерывные донесения о победах радовали короля Южного Лета. Той же ночью он вызвал Чутеня и спросил у него: убедившись в победе безмольного правителя, этот король готов начать северный поход. Интересно, что ты об этом думаешь? Странно. Я не умею водить войска. Почему ты спрашиваешь об этом меня? Чутянь сложил ладони и произнес: этот слуга не умеет водить войска, но благодаря 3 правителям у северного похода яркие перспективы. Есть несколько тысяч энергетических пистолетов, которые, как мне кажется, могут увеличить силу армии Южного Лета. С серьезным видом король Южного Лета сказал: энергетическое оружие — тайна страны. О нем мало знает даже правитель Пылающего Солнца и совершенный правитель. Так что оружейный завод имперского города должен хранить эту тайну. Мы не можем доставать козырь слишком рано. Понял. Проблема в том, что этому королю нужна помощь торгового чуда. Чутянь знал, что король не стал бы звать его без причины. Могу я узнать, какая именно? Страна Южного Лета хочет уйти в поход, и очень важно передавать информацию. Я хочу создать в крепости систему связи до того, как вернется главнокомандующий с войском. Крепость сможет общаться с имперским городом, это укрепит мобильность и силу армии Южного Лета. Сказал король и добавил: поэтому я хочу попросить торговое чудо отправиться в путешествие. Конечно, награда будет, и король не поскупится. Чутянь понял, к чему клонит король. Король хотел, чтобы торговое чудо установило в ближайшей крепости оборудование, чтобы те мгновенно докладывали имперскому городу о развитии событий. Имперский город мог отправлять приказы и даже подкрепления. Это меняло традиционную систему почтовой рассылки и повышало эффективность армии. Постепенно поле боя менялось. Если у имперского города будет информационное превосходство, это окажет на исход битвы решающее влияние. Может ли Чутянь отклонить просьбу? Сражение Южного Лета с гончими войны определяло судьбу страны. Если армия Южного Лета потерпит поражение и придут гончие войны, разве они откажутся от яиц в гнездах? Чутянь должен был согласиться, даже если был против, король остался весьма доволен. Хорошо. Этот король хочет испытать национальную оборону и поднять боевой дух войск в рамках северного похода. На этот раз я лично провожу тебя туда. Король будет сопровождать его лично. Это правда была великая честь, раз король Южного Лета отнесся к Чутяню с таким уважением. Чутянь не стал называть неподъемных условий и сразу согласился.